Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, помчались. В Хабаровске протесты. Партия «Единая Россия» без накрутки голосов не проходит ни в один парламент страны. Путинская власть трещит по швам. Региональные чиновники давным-давно исполняют свои обязанности лишь на бумаге, в день, когда расписываются в расчетном листке по зарплате. Кризис в России все усугубляется. Народ беднеет, санкции продлеваются. Выхода из тупика, пока Путин в Кремле, нет. А вот полет в пропасть стремительно набирает обороты. Все это и многое другое происходит в самой богатой стране мира, где рулит тот, от которого за бабло стонет пропаганда и визжит во все свиное горло, а кто еще, если не он. Но что мы имеем в сухом остатке? Россия на пороге катастрофы, которая становится все более очевидной. Старая бюрократия, закостеневшая от несменяемости, совершенно помешалась от уверенности, что они-то лучше всех знают, что нужно делать и как нужно делать, тем самым отрезав себя от мнения со стороны и общества в целом, окуклилась в собственном мирке, из-за чего кризисы и проблемы только громоздятся, при этом прочно пройдя точку невозврата, вошли в необратимую стадию деградации. Давайте вспомним, как Путин в начале своего президентства, вплоть до 2010 года, врал про контрпродуктивность нахождения у власти более 2 сроков подряд. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Остаться на 3-й срок. У меня не было соблазна остаться на 3-й срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. И отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. А сам тем временем уже планировал и делал все, чтобы остаться у власти до гробовой доски. В 2008 году Путин, как выяснилось потом, скинув маску достоинства и порядочности, которыми должны обладать люди, побеждающие на выборах за главный пост в стране, пойдя на сделку со злом, с небольшой группой единомышленников в лице Грызлова, Иванова и других, объявил о том, что, посовещавшись с приятелями, он принял решение назначить Медведева своим преемником на пост президента 2008 года. Данное деяние, на первый взгляд, казалось совершенно невинным, так как подобные процедуры имели место быть даже в развитых странах, но последствия, которые уже тогда готовились на этот преступный сговор, проявили себя чуть позже. Что же произошло в действительности? Путин, разогревшись от свалившихся на него благ России, смекнул, что если он уйдет, все это перейдет в руки другой группы управленцев, а его, отодвинув на задний план, потихоньку забудут. И это нормальная практика, которая принята во всех развитых странах. Пришел, сделал максимум, на что способен, и отошел в сторону, чтобы не мешать работать следующему. Именно по этой причине развитые страны таковыми и являются, потому что следующий руководитель начинает свою работу с исправления ошибок, наделанных предыдущей администрацией. Далее работает, допуская при этом свои ошибки, которые исправит следующая администрация. Подобный подход способствует тому, что ошибки не копятся, а просто решаются путем исправления. Это обстоятельство и является главной причиной, которая приводит страны в разряд развитых, в отличие от тех, где безответственные подонки и преступники узурпируют власть. Но Вова, который, а кто еще, если не он, или если не Путин, то кто? Допускаю, что, понимая вред и утопию, которая обязательно за этим последует, невзирая ни на что, идет осознанно на это преступление, что приводит целую нацию не к развитию и процветанию, а к стагнации и разрухе, которая не заставит себя долго ждать. Но, казалось бы, человек, один раз наступив на такие грабли, должен провести серьезную работу над ошибками и по возможности начать незамедлительно исправлять ее, чтобы не причинить еще больший вред. Да, так поступит любой ответственный и адекватный человек, но к Вове Путину это уже никакого отношения не имеет. Вместо срочных мест по откату и выравниванию ситуации он обнуляется, ускоряя тем самым скорость полета в пропасть. Вот вам и «а кто еще, если не он?» Или «если не Путин, то кто?». Если бы этот лозунг соответствовал ему хоть немного, не было бы сегодня не то что обнуления, многие уже начали бы забывать его фамилию, что, повторюсь, является совершенно нормально для демократических развитых стран мира, которые к нам не имеют никакого отношения. Но давайте рассмотрим эту проблему с другого ракурса. Если бы нечестивец Путин
не захватил всю промышленность в стране, не наводнил парламент своими подхалимами, прихвостнями и так далее, не упразднил институт губернаторства и не пустил под нож Совет Федерации, не уничтожил независимый Конституционный суд, не образовал свиную ферму пропаганды, стерев и растоптав Институт демократии и свободы слова, не было бы убийств журналистов, политиков и многого другого. Смог бы тогда Путин проделать этот трюк с преемником и захватить власть в стране на несколько десятилетий? Ответ очевиден – нет. Нация, которая позволяет вытворять такое, сама потворствует тому, чтобы вместо законно избранного лидера у руля страны оказывался преступник, из-за действий которого страдает целое население страны, в которой подобное происходит, а небольшая группа его близких имеет все, что принадлежит целой нации. Именно такую ситуацию мы сейчас имеем в России. Но давайте задумаемся, как обмануть целую нацию и перевернуть им мозги так, как тебе выгодно? Ведь сколько людей, столько и мнений. Да и зачем все это нужно? Но это взгляд нормального и адекватного человека, но не Путина. Когда вы все работали на 3 работах, чтобы накормить семью и поднять лежащую на боку страну, Путин в это время думал, как закрепить за собой положение пребывания, в котором ты находишься над всем, над законом, над правом, над обществом. Также безотчетно пользуешься всеми благами нации. И единственная возможность, которую можно использовать в данной ситуации, это воспользоваться властью, подавить свободу слова, разобраться с оппозицией, учредить институт лжи и подмены понятий под названием пропаганда. Именно с помощью пропаганды все диктаторы и подобная им нечисть узурпировала власть, творили бесчинство, как над собственными соотечественниками, так и во всем мире, после чего некоторых приходилось останавливать путем огромного числа жертв. И именно благодаря этим визгам из свинарника пропаганды для диктаторов становится возможным окапывание у власти до гробовой доски. Правда, некоторым это идет не на пользу, а во вред, так как гробовая доска подскакивает к ним раньше положенного срока. Но это издержки производства. Путин, потренировавшись в свое время на выборах в Санкт-Петербурге, прекрасно знал о возможностях пропаганды, поэтому не спеша, планомерно притворял идею несменяемости в жизнь, при этом четко контролируя время пребывания в должности главного чиновника страны, чтобы его на все хватило. И когда пришло время передачи власти, почва была подготовлена, поэтому особых трудностей с облапошиванием граждан и подсовыванием заряженного преемничка, задача которого пересидеть некоторое время, потом исчезнуть оттуда, передав стульчик обратно спятившему узурпатору, не было. Таким образом, весь преступный умысел был осуществлен и оформлен в лучшем виде. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. Но это только так говорится. Теперь коротко про Навального и закрытие ФБК. Невероятный штраф, который на них навесил путинский бандитский суд, обоснован тем, что удовлетворен иск от комбината «Московский школьник» на 88 миллионов рублей. Арбитражный суд присудил компании эту компенсацию, взыскав ее с Навального, ФБК и юристов Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Навальный опубликовал исполнительные листы сайта ФСПП, из которых следует, что все 3 ответчика должны выплатить примерно по 29 миллионов рублей. Вся эта путинская возня связана с тем, что на пороге осенних выборов путинский картель таким образом избавляется от конкурентов, за которыми большинство реальных избирателей, а не накрученных с помощью преступного ЦИК пустых цифр, как у них. Когда выборы пройдут и банда Путина незаконно займут свои места во всех парламентах Республики Шкид, выяснится, что иск сильно завышен и пересмотрен в сторону понижения с назначением окончательной суммы взыскания в 10 тысяч путинских фантиков, то есть рублей. Вот так вот делаются дела в пиратской кодле Бармалея Путина. Стыдобище. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи. А также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!